Здорово, легенды. Давненько, давненько меня не было. Но тут я нашел повод, так сказать, ворваться, вернуться. Пойдем играть в Atomic Heart. Новая игра. Что это? Уровень сложности? Погнали. Армагеддон. Я так понял, это хард. Товарищ обладает богатой фантазией и грязными мыслишками. Тут уж ничего не поделаешь. Так и было задумано. Стисните зубы покрепче. Вас ждет настоящий кошмар, где для выживания понадобится опыт, скорость реакции, умение правильно распоряжаться ресурсами. Экономьте патроны и всегда держите один про запас для себя. То, что надо. Поехали. Шок. Расходуйте патроны там, где можно обойтись поножовщиной. Отличный совет по жизни. Поехали. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион сходим. Конечно, успеете. Город Челомей Атмосфера пошла. расположен на платформе Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую, чтобы попасть сюда. Давайте потише чуть-чуть сделаем. Пим. Пум, 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 пум. Да, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Дорогой товарищ, газировки не желаете? Газировочки. Конечно. С удовольствием. Но все равно громко. О. Спасибо. Газировать. Что? Опять сипуха в дереве застряла. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационные системы роботов непрерывно совершенствуются. Заметно. Это что такое? Погода прекрасная. Красота. Да, сейчас за окном примерно такая же. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Свет. Че они у тебя разбегались? Совсем Вовчиков распустил. Вовчик, ё-моё. Поломались они с утра, что ли? Третьего на особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Дай-ка код управления, я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. А ну-ка. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Ну, пошла возьми. Спасибо большое. С праздником вас! Вперед. Опа. Что привезли? Клумбы? Доброе утро, сынок. Как Ну, настроение? всячина. Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Верблюда? Приживается. Иначе быть и не могло. Цапли какие-то. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Интеграция Михаил перчатки. Штукхаузен введет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял.
товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию в Да, нам воздушном сказали порту. Вас уже, ожидает ё-моё. автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда. Вот так. Туда. Что тут? О, дадут поиграть. Лямс. Здрасте. Товарищи, Да? жители платформы Икар и гости предприятия. Что? Совсем скоро начнется выступление генерального директора предприятия 3826, академика Дмитрия Сеченова. Отлично. Просим вас проследовать в сторону центральной площади. Понял. Минуточку. Тут что-нибудь. Опа. Неплохо железка исполняет. Хорошая координация. Ей Вы понравится. похвалили робота? Я удивлен. Ну дает. Виктория Николаевна, бегите сюда, посмотрите. Ты кто? Вовчик. Кайфует. Закимарил. Не позволяет сразу Ну что там? Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Хоть поднимись аж до небес. Всех Зачем цветов. смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию, вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Ну давай попробуем. Ну, подключай. Пошла возня. Странно. Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывай. Извините еще раз. С праздником! Ну дорог. Эй, ты, перчатка эксперимент. А ты? Что? Чуть-чуть это. Качество. Пользовательский. Средний поставь. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой брякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны называть меня Харас, О, ну погоди. хранитель знаний. Здрасте. Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации. И в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Шо? Прогресс не стоит на месте? Именно так. Аж гордость берет. Ну что там новенького? А что там в биологии нового? Решительно все, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина довести до 100-150 лет. Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить.
За 50 лет. Нормально. А про оружие? Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная. Но вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещают поднять в 3-5 раз. Сильно. Я бы из такого пострелял. Ну, по мишеням, конечно. Ну, давай. В области робототехника, робототехники как дела? Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей. Обещают, что антропоморфным моделям вроде меня полностью обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму. Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что полезно. разговариваете с роботом. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Факт. Ладно. Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. Газета мне сейчас только не хватало. На кой она мне? Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебя. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот паршивец. Товарищ! Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Да, я меня не подключался. Я проверял. У меня эта штука не сработает. Да вы примерьте. Спасибо, я лучше пойду. Как можно медленно идти? Что все спят? Почему все одинаковые мужики спят? Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы мысль. Пошла. Как же он чувствует? У него очки чисто, как у клавишника группы Альянс. Как он чувствует? Вы даже не представляете. Специально для праздника берегла. Что там? Да ты у меня всегда красивая, Ксень. Судьба у тебя так. Спасибо. А еще ветерок сделаем, как мы есть. Начинаю съемку. А ну? Товарищи, Встали. памятное групповое Становись ближе, фото. все влезем. Давайте так, чтобы атом в кадр тоже входил. Надо, чтобы статуи тоже было видно. Вот до того края, чтобы было видно. Будет отличная композиция. Давайте Я с я буду вами. дама из будущего, а вы два моих солдата. Есть. Вот так вот. Фоткай, фоткай. Начинаю съемку. Давай. Надо еще как-нибудь. Есть идеи? Так, давай ты с Таликом будете рабочий с Кофешка. Внимание, внимание! Да-да. Приобретайте билеты на новейшую театральную постановку театра имени Майи Плесецкой. узнает о силе Мирный атом, сердце робота. Для Это всех концерт. возрастов. Сотрудникам предприятия «Контрамагия». Тут что? Интересные они стали. Робот, друг человека. Подумать только. А чё у вас тут? Не работает никто. Вовчик, Может, и коричневая уклониваешь? чума бы так не расползлась. Пойдем мороженку схаваем. Он загорает. Класс. Что такое? Ученые. Ну, Федор Валентинович, как ваши успехи в целом? Что там? В лаборатории порядок. Пишу диссертацию. Все хорошо, спасибо. Как ваши дела? Все считаем, высчитываем. Интересные Ходить свойства не надо, обнаружились у СПТ-6. Думаю, вскоре мы сможем улучшить и эту броню. СПТ-6. Знакомая вещь.
СПТ-6. Не помню. Чтобы это не было. А ведь перед этим прохождением я даже... прочитал книгу предысторию. Полным ходом. Кажется, удалось поднять Так, гардеробочка эффективность Баунс. несущего винта. Очень хочу к товарищу Челомею в конструкторское бюро попасть. Так, дядь. Работает. Мороженку можно? РФ-9. Оп, спасибо. Лямс. Да, 3 укуса. Да ты что, дурак? Где палочка? Подними палочку. Не мусори. Нельзя мусорить в процветающем Советском Союзе. Звоним. Алло. Так. Он позвонил. Алло? О, здорово, Это здорово, булочная? друзья. Нет, это сливочное. Это там, где Бамба. сливки делают? Это там, где таких, как ты, сливают. Вот хамло. Спасибо. А куда я вообще позвонил? Как у тебя дела, Грядыч? А? Ачивку сюда. Дай помогу. Ой, прыгать не умею. Такие били. Да нигде не пропадал. Работа, учеба. Как ловко-то, а? Туда-сюда. Ля-ля-ля-ля. Вот. Как говорится, что ты будешь делать в таком случае? Сиять. Товарищи, только на платформе ИКАР вы уже сегодня можете пройти полимеризацию в мобильной Нифига там. лаборатории. Ну, посмотреть. Не вижу. 10 минут. Лет назад, что такое увижу, не поверю. Чудо года. Так. Приходите Здрасте, к здрасте. мемориалу на экскурсию. Иду. Познакомьтесь с историей предприятия 38. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Сегодня сообщили все СМИ СССР. Террарию проходишь. Уверенно можно сказать, что уже в следующем году Блин, она меня как-то не первых зацепила в свое десятков время. новых органов заполонят все обложки мировых журналов. Во главу очереди на эту медпомощь, разумеется, записаны все ветераны, пострадавшие во время Великой Отечественной войны. Нормально. Не поры, не Органы споры. все. Опа. Сюда. Красота. А какая проработка деталей? Бутерброды силой мысли делать. Все можно будет делать. Маркс. Какой он забавный. Так. Вот бы тоже повести ракету на Сирию. Ну тут согласен. С друзьями во все прикольнее игры. Ветераны. Открытие полимеров. Товарищ Сеченов создает полимеры, чудо науки, предопределившее дальнейший ход развития советской и мировой цивилизации. Научная когорта. Ключевой момент в истории науки и техники. Лучшие умы СССР, могучие ученые, товарищ Вавилов, Захаров, Королев, Курчатов, Лебедев, Павлов, Сеченов, Филимоненко и Челомей объединяются в единый научный коллектив, положивший начало стремительному взлету научно-технического прогресса СССР и всего мира. Изобретение водородной ячейки. Товарищ Сеченов и Филимоненко создают первую советскую полимерную водородную ячейку. С этого момента будущее робототехники СССР обретает глобальные перспективы. Давай, Грядка, давай. Вы прошли всю войну, Рад товарищ был майор. тебя видеть, Вы что-то слышать. вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить.
Вертится что-то в голове, а что не понять. Дает. Разве робот может сочинить симфонию? А? Может ли робот сочинить симфонию? Так, коричневая чума. Снова неизбежность своего краха, Третий рейх наносит всему миру страшный, подлый и бесчеловечный удар. Враг выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Вирус уничтожает людей с огромной скоростью. Спасения от чудовищной пандемии нет. Существующие медицинские препараты бессильны. Война отняла у СССР жизни 10 миллионов граждан. Коричневая чума унесла 150 миллионов наших товарищей. Скорбим и помним, ибо никто не забыт и ничто не забыто. Что там дальше? Создание предприятия 3826. В СССР стартует глобальная государственная программа развития промышленности и народного хозяйства. Создается гордость отечественной науки, предприятие 3826, квинтэссенция научно-технического гения советских ученых. Коллектив 10. На территории предприятия 3826 состоялся успешный запуск нейросети коллектив 1.0. Первой в мире глобальной сети, способной объединить в себе... Тут все заслуги отмечены. Предприятие сколько лет уж на страже Союза. Короче, объединить всех в один разум. Первый полет человека в космос. Могучая наука СССР совершает казавшееся невозможным. Советский космонавт Юрий Гагарин совершает первый полет в космос. Красивое. Товарищи, настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Я не понял вначале. Не проходите мимо, товарищи! Красиво. Здрасте. 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 Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! Добрый. С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных Безбашенная. заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, Так. физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Звучит круто. Хотите выучить корейский язык? Или Конечно. получить степень по ядерной физике? Естественно. Может, желаете обучиться игре на пианино? Безусловно. С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Музыка пошла. Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Are you sure? Ладно, берем. Корейский язык сейчас как изучу. Что с ней делать? Скармливаю. Оп. Все? Все знания мира. Да куда он их все выкидывает? Что это? Привычка. Только что вы добавили в Вот свою её перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой Так. ваших глаз.
Отлично. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, Это важное кроме уточнение. большого и указательного. Ладонью вперед. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Звучит кайфово. У вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас Я понял. не смею вас задерживать. И стелс, и поиск предметов, правильно понимаю? Что тут есть? Ля. Как же он старается. Роботы работают над роботами. Оп. Наступающий. Все, могу уходить. Дорогие товарищи, Красота. напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Это здорово. Здорово, музыка. Здравствуйте, дорогие товарищи. Где ты? Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Спасибо. Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас Блин, от как это удивительного круто и выглядит. невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, Товарищ столь майор, привычный нам проходите в холл современный. высотки. Вас ждут. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия. Да. Благодаря моему открытию нейрополимеров и процесса их мини-критической адаптации стало возможным воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети «Коллектив 2.0». Сети, в которую будут объединены люди и роботы. Сети, в которой человеческая мысль будет Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлих. Предприятие 3826. Представляю вам устройство будущего. Ну. Нейронный коннектор. Который мысль, продают уже? посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Ибо самая важная его часть — это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся... Красиво. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Я иду. Изучать науки за феноменально короткое время. Иметь доступ ко всем знаниям человечества. И, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Мысль, На что-то похоже. это и многое другое. Робот-пылесоска. Ваши возможности станут воистину безграничными. Изучить иностранный язык за 1 минуту, выучить квантовую Класс. физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего Но все равно это какая-то утопия, когда все знают. с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте Абсолютно, да. полимеризации. Именно там вам выдадут мысль.
Долго едем. Всего 5 минут, и вы человек будущего. Здравствуйте. Товарищ, пройди полимеризацию вместе со всеми согражданами Великого Советского Союза. Стань! Здравствуйте. Вот это размах. Близняшки. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Здравствуйте. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Да, будьте добры. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Что там происходит? Интервью берут? Едем. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество какой он стоит на хороший. пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазия и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, Наверно. космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы Серега. защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет Окей. в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Погнали. Там есть интересно? Ничего интересного. Чё это? Народ ликует, конечно. Так, Когда на электродвигатели поставят, вот даже это будет так. здорово. Все, ехали. Здравствуйте. Чудо, что? Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем Гаишник? вам приятного полета. Какой-то военный робот. А, даже так? Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех Да, крупных я только городах что страны. оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной Политику рабочей нафиг. силы и... Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита красота. быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ Можно же Тайчин. просто музыку. Другое дело. На все деньги купи целое море цветов. Хорошо. Миллион алых роз. Это вот это вот все платформы, это маленькие городки. Ну как маленькие, да? Тоже Я сказал. вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Без Sehr gut. смея. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали?
Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанный к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. В беспамятстве находимся. Серега наш все позабыл. Что за туман? Скип. Где мы? Приземляемся. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Красота. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомей». Личной разработки профессора Лебедянского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятия. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Какой странный символ. Ладно. Снизу расположился научный центр Сеченова, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами подсолнух, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружба народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятия. Вы наблюдаете стеллу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа,
человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. По-другому не бывает. Он начинает боевой разворот. Товарищ майор! Чего она начинает? Чего? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Что? За что? Алло. Алло. Точка назначения достигнута. Лаборатория номер. Спасибо. Так и должно было быть. Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок железный, ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Пошла возьми. Работа лифта восстановлена. Спасибо. Да отъебись ты уже, сука! Терешкову. Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Что началось? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Ух ты, ё. Пиздец! Почему она с ума не сошла? Ай. Точно больно. О. Атомное сердце. Atomic Heart. Красиво. Человек тоже. Угу. Симпатяга. Нечаев Сергей. Черт, как же болит башка. Странно, что такое башка после такого-то падения. Не вступайте в контакт с роботами. Дурачки. Что-то тут вообще все плохо. Это даже хуже, чем я думал. Фига, Тор. Я избранный. Not bad. Волшебник, я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. Ой. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Капец. Просто всех убило. Ё-моё. Это что это? Полимер? Угу. Ага, можно уворачиваться. Свинки, кура.
Что это? Что это? Баро... Да, что? А, ловчик. А вон он, да? Ловчик. Так. Только подойди, дядь. Понял тебя. Понял. Тихо. Больно ударил. Лежать. Что-нибудь есть? Ау! Лутать можно, правильно? А, ну не всех. Блин. А, вот. Что есть, да? Что это? Ага. Ой. Сколько раз приходилось плыть через полимер. Ни разу не задохнулся. Чудо науки, блин. Нужно плыть. Так, вроде больше ничего нет. Пойдем. Там сейвиться, наверное, можно, да, в этом полимере? Так, это все же живые существа. Корови! Хрена ж тебе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Паш. Ладно. Ловушка. Сейчас скример будет. Твою мать, отвали ты! Дурак? Ох ты! Пошел нахер, сука! Лемс, Лемс, Лемс. А ну, слезь с меня! Красиво. О, бабусь. Чё ты рот раззявил? Чуть не Бабзина. нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Я вас видел, вы их чинили там. Будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк. Заметил. Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Не работает. Иди сюда, Крамила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так.
А я их пока задержу. Пинки. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? 2 дня вы мне покоя не давали. Нифига. Получите. Бабка дает. Чтоб вас собаки драли. Черт. Дышь. Да беги тоже, бабка. Встала. А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Твинки. А ну. Дэнь. Ой-ой-ой. Твою мать! А бабзина. Нормально, быстрый спуск. Еще? Я думал, приехали. Вот, теперь, видимо, приехали. Красота. Правильно? После такого как бы... Вот вляпался, блядь. Да, бензин нет, самое правильно. Что это? Добро пожаловать в комплекс Вавилов, названный в честь великого советского ботаника и селекционера. Комплекс Вавилов – это передовой институт изучения. Что-то есть. Ага. Нафиг. Чё, кто говорит? Необходимо найти способ открыть бронедверь. Ясно. Нет, так не получится. Ладно. Бро, держись. Как бы ты ни был. Так. Запись при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня! Не подходи! У меня граната! Женщина! Я старший сержант Ибрагимов. Я человек. Вам нужно пойти с нами. Тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы! Он с ума сошел. Просто чуваков убил. Правильно понимаю? Так, вентиль. Да сейчас. Подожди, дядь. Надеюсь, это не кто-то подделывает голос. Что еще за хрень? Мужик, держи руку! Что это? Держись, держись! Начинается хоррор. Я понял. Так, это что? Здоровье. Один патрон. Тут пусто. Окей. Это комната безопасной зоны. Собственно, сохранение. Отлично. Ну, погоди, идет. Тут вообще благодать. Так, ну я тут не один. И восстали машины из пеп. Так, предупрежден, значит защищен. Противники могут использовать мощную атаку, которая при попадании собьет П3 с ног. Когда противник собирается атаковать, Храс подсвечивает самый удачный момент для уклонения от удара. При активации красной подсветки во время движения используйте уворот. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные! Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического спектра. Понял.
Ну, не понял, а помер. Но они толстые, блин. Я ему 2 мощных удара дал. Сейчас мы научимся этим приемчиком. Что за уровень тревоги? И восстали машины из пепла. Ты чё такой жирный? Он сейчас можно засейвится? Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные! Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Массу. Так. Множество ящиков. Зажмите F в направлении них и двигайтесь от одного к другому. Ага. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Я понял, где. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Прикол. Это вы ловко придумали, как говорится. Ты зачем это включила, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьева, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ баб Зина. Ну распоряжение сверху, не могу. Что это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен. Бабзин дает. Тут что? Распоряжение. Приказ начальника предприятия Сеченова провести 10 июня полную полимеризацию сотрудников предприятия, включая обслуживающий персонал, убедитесь, что каждый расписался в прохождении процедуры. Записка. По запросу даю характеристику заключенного Петру. Ах ты, падла, это вот он. Ты за него все. Характер. Нервный, импульсивный. Очевидно, работа в театре Плесецкой сказалась на психическом состоянии заключенного. В последние месяцы бредит театральными образами, во сне говорит стихами, авторство не установлено. Патологии. Физически здоров, клиническая картина ровная, иногда наблюдается нервный тик. Условия содержания. Склонен к побегу. Вполне. Несмотря на личное распоряжение товарища Сеченова, не использовать суровые меры пресечения. Рекомендуется вести постоянное наблюдение. По скрипту, неофициально. Петров едет крышей уже какое-то время на фоне всех событий, что с ними приключились. А что с ним? С точки зрения психологии нет никаких объективных причин, которые могли бы вызвать его одержимость театральными образами и психопатию. Как следствие, я полагаю, что театр для него нечто большее, чем место работы. Советую направить бригаду и обыскать его рабочее место. Баба Зина. Довожу до вашего сведения, что бабу Зину или Зинаиду Муравьеву пускать на территорию склада саженцев без вышестоящего распоряжения строго запрещено. Товарищ Муравьева под предлогом инспекции забирает семена и саженцы экспериментальных цветков к себе на участок, где затем выращивает в частном порядке. Так как растения находятся на опытном этапе и не все их свойства изучены до конца, это может быть опасно. На грубость бабзин не отвечать. Так. О, гриф секретно. Указ. Известить товарища Сеченова об инциденте в цехе проращивания. Выставить оцепление вокруг больницы, где находится пострадавшая. В палату не допускать никого, кроме медицинского персонала. Опа. Что-то там произошло. Много людей. Окей. Пойдем еще раз сейванем. Правильно? Потом это налутали.
А мне куда вообще? Страшно. Явно кто-то есть. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Пошла, пошла. Вырубай. Я не знал. Тихо. Куда? Просто в нокаут меня сразу. Да, мощные они, ребятки. Ладно. На опыте. Сейчас я подкрадусь. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Пока, дружочек. Так, лутаемся, правильно? Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. С ребенком кто-то был. Надеюсь, нет. Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Честная справка. Расторгуй. Распоряжение. Качество пострадавшая. Что с ней стало? Будьте добры, товарищи сотрудники охраны и кураторы исправительных работ. Напоминаю вам, времена репрессий товарища Сталина и поиски врагов народа прошли. Да, люди, отбывающие свой срок на территории Вавилова, совершили различные преступления, но от этого они не перестают быть людьми и нашими товарищами. Только от той атмосферы, что мы создаем для них, зависит то, вынесут ли они урок из своего наказания и осознают ли ошибку. Однако я нередко слышу жалобы на грубое обращение с заключенными. Напомню вам, здесь не колония и не тюрьма. Будьте добрее, друзья. Золотые слова. Перчатка. Храс, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Не вижу кого-то. Правильно, засейв. Правильно. Сохранение данных. Ту-ту-ту-ту-ту. Задбаешь, пока подайте. С двумя я точно не вывезу. Отхил, тихо. Держу их. Иди сюда. По одному.
Да ну. Что живучие такие, падлы? Шалеть. С двумя справился. Видали? Не ожидал. Чисто держал их на вытянутой руке. Здрасте. Да твою! Я так и знал, что тут кто-то сидит, падла, мразь. Блин, ну с одного... Да, сильно. С одного удара отлетает. Сохраните данные эксперимента и очистите рабочее пространство. Выходи, мразь. Трекинг на уровне. Пошла возня. Мой милый Ви, оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Мы выберемся из этого кошмара. Это реально кошмар. Вечно твоя, Эль. Почему? Я, к стыду своему и жалости, видел самые порочные грани человечества. И речь не только о глубоко заблуждающихся западах. Так, идем сейвить. Мы что-то набрали много всего. Страшно. Я не понимаю, куда стоит идти, а куда нет. Напоминаю, что несанкционированное хранение и распространение данных по результатам экспериментов преследуется партией и грозит высшей мерой наказания. Ладно. Пацаны живучие. Прям очень. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Круто, классно. Тут что? Шахматный клуб. Довожу до вашего сведения, что начиная с 1 июня комната отдыха персонала по совместительству будет служить шахматным клубом. Так уж вышло, что наши самые сильные игроки оказались среди персонала охраны, и с учетом того, что дилетанты из команды ВДНХ вылетели в отборочном, наши стратегии имеют право
тратить любую свободную минуту на оттачивание своего мастерства. Впереди схватка с лаборантами Павлова. А эти ребята свое дело знают. Призовой фонд лично от меня составит 18 коробок конфет. Не спрашивайте, как они у меня оказались. И опять полимеризацию всех. Здорово. Классно. Жесть. Да я иду. Ага. Так, патрон набрали, значит идем сейвить. Удобно тут сейв взял, быстренько. Хоп. Сколько у меня патрон? А сколько помещается? Там два типа. Ну, вообще по-хорошему не должен справиться. Ладно, попробовать в стелсе. А тут закрыто, да? Откуда этот вышел? Так, сейчас пойдем дальше. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Что-то не так. Твою мать! Здравствуйте. Дюна? Что началось? Ай. Ай. Здорово. Просто минус. Потолком прибил. Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Ух ты ж. Зажим. Зажим, 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 принеси там. Сейчас. Это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Что происходит? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Лариса. Так, ладно, держи тут все сама. Лариса, много Она вопросов. бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть Что что-то ты сделал? вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Чего? Я не хочу умирать! Здорово. Шум. Кто? Охренеть! Надо избегать луча! Окей. Я думаю, это тот самый момент. Дровосек, сука, желез! Не попал. Осторожно! Отбегалась, железка долбаная. Храс, куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Творим. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Получилось. Страшно. Тут явно кто. Окей, бай-бай. Нет, что я не хотел взять его.
пугайте. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Не надо. Привет. Твою мать! Это что еще за херня? Ах, какой мужчина! Ой, ой. Обожаю петушей. Здрасте. Милый, позволь я приведу тебя к кровати. Ау, ау. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее! Как волнительно. Непокорные властные мужчины меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Только бы добраться до тебя. Ах, какой самец. Соединяй. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас стараюсь. Сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Окей. Что это? Поражающий противник наносит электричество. Окей. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я Так, открою вам окно модернизации. Горячих, но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Угу. Постой. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов. Спасибо. Принесешь мне подарки, и тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха, с чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Приношение удара не может спасти противник. Ага. Рукоятка, рецепт. Что это? Кассетный модуль. Зачем он нужен? Что он делает? Ничего. Так, скорострельность, точность. Понятно. Все, у нас там уже все плохо. Не. Да. Сейф. Отлично. Надеюсь. Коля, Вовчик. а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные Вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Раскидали. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. Людей. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Восстание уже началось. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера.
Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Храс, дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Так, а как работает способность? Кто мне объяснит? Там кто-то есть. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения «Ромашка». Так. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Угу. Как сделать бросок чего-нибудь? Кто-нибудь поведает? Где? Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такой бывал. Нет, нет, так, так. Ее уничтожить надо сразу. Или как? Блин, далеко сейчас было. Или автосохранение тут есть. Как ящики кидать? Вы мне вот скажете, если. Тогда будет весело. Так, хрен пойми. Всем сотрудникам, получившим повестки с кодом СИН-21 и СИН-22, надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Другое дело. Ты его. Ты обратно. Доеду.
Так, там еще одна эта хрень, да? Нормально. Справились. Четко. Эй, хрень! Раз. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Так, лутаем все. Тут прокачка максимально важна. Всё. Ну, всё, да? А, нет. Случайно 2 раза кликнул. Что тут? Курению объявлен перекур. Довожу до вашего сведения, что все программы по выращиванию новых безвредных сортов табака с этого дня считаются приостановленными. Официально это курс страны на борьбу с табакокурением. Неофициально после смерти Сталина на высшем уровне решено максимально отгородиться от образа курящего человека на любом уровне. Понимаю ваше разочарование, при том, что алкоголь, который куда вреднее и опаснее, производить продолжит. Но ничего поделать не могу. Во. О, несчастный случай на производстве. В цехе проращивания произошел несчастный случай. Растение захватило аспирантку Ниелову, проходящую здесь практику. Девушку удалось спасти, но ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Все тело покрыто ожогами, она находится в стадии анафилактического шока, в сознание не приходила. Была отправлена в санчасть при комплексе. Необходима транспортировка в больницу при комплексе Павлов. Так. Для транспортировки Ниеловой необходимо выделить 4 человек из сотрудников цеха, имеющих опыт работы с ядовитыми растениями. Снабдить их костюмами химзащиты. Запросить из Павлова специальный транспорт, имеющий необходимое оборудование. Несчастный случай, значит, да? Говорите. Тут еще есть? Так. Без происшествий. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Что? Вроде всё. Что это показывается? Свет? Блин, коробка. Пугает меня. Водичка. Стрём. Чё лагает? А, лагает. Сейчас перезапустимся. Так, продолжаем. Сейчас вроде должно полегче быть. Спасибо, что... А, нет, не будет полегче. Что-то с инетом. Так, давайте еще раз. Пробуем дальше.
Спасибо, что сказали про лаги. У меня, к сожалению, один монитор, не могу отслеживать, что там происходит. А также спасибо за подписку. Спасибо вообще. Очень приятно. Так, дверь открылась, правильно? Пойдемте, наверное, вернемся. Что-нибудь это качнем. Так уж и быть. Теперь Так, а дайте, улучшение меня. я покажу, чем на самом деле Что-то можно профессионально сделать еще? занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный Что пирог. это? Буквально. Я Удар шоком открою вам окно противника. модернизации, горячих и Телекинез. толстых пушек. А это И все по надо моему отдельно? опыту, милый, улучшить можно что угодно. Оружие — это полезно. Зайдите в надлежащее окно, майор. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Я сделаю тебе все, что захочешь. У тебя есть меч? Большой меч. Вставь его в мое приемное гнездо. Ну, она флиртует грязно, грязно. И прочнее. Элеонора действительно способна улучшать снаряжение и оружие, в том числе создавать новые по имеющимся чертежам. Так, что, ничего Для этого в ремшкаф необходимо поместить различные ресурсы, которые наверняка встретятся нам в ходе ваших увлекательных обысков всего подряд. Ты можешь поместить в меня все, что только захочешь. Милый, вставь свой топор, я сделаю тебе хорошо. Охренеть. Глубже. Реально. Еще. О, да, милый, да. Порнография. Швед. Ну, короче, у меня нет ничего, да? 5 штук надо. Окей, Я сейвимся. способна на гораздо больше. Легкая неприступность. Двигаем дальше. Испугали. Так, вставляем печеньку. О, Так, печеньку. даже замки Лёмс. любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Почему-то интернет подлагивает. Будем надеяться, что это временно. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Ща. Так, касательно дешифратора. Товарищ Вишневский, относительно вашего вопроса о функции лучевого дешифратора. Это громоздкая система, механизм пассивной безопасности. Да, как вы верно подметили, любой ребенок сможет им управлять. Но пока этот ваш ребенок подбирает комбинации, на пульт охраны поступает сигнал, и проверяющий может остановить несанкционированные действия. А в критической ситуации им может оперировать даже сотрудник без квалификации. Плюс роботы из-за программных ограничений не способны управлять лучевым дешифратором, что снижает вероятность ошибки в случае сбоев их работы. Так, поздравляю с назначением. Екатерина Олеговна, поздравляю вас с вступлением в должность программиста-проектировщика комплекса Вавилов. Лично я и весь руководящий состав находимся в полном восторге от вашего послужного списка и рекомендаций. Заранее извиняюсь за несколько неподобающую обстановку вашего помещения. Предыдущий сотрудник был весьма неряшлив, вследствие чего и понижен в должности. Уверен, женская рука этому кабинету пойдет только на пользу. Правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Так, что делать? А что делать? Разблокируйте работу реле пассивной безопасности, верно упорядочив магнитные потоки. Так. Что я могу делать? Ага. Угу.
Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Как его вообще туда перекинуть? А, вот это стреляет. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Ну, кто-нибудь появился? Не страшно. Ну, и? В какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Доедем. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Разорались тоже. Так, ты обратно пришел. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Приостановить их или даже уничтожить? Блин, а что там? До хрена. Тихо. Ну, всех я явно не смогу найти. Просто сходу. Страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Виктор, любимый, как же я соскучил. Приказ начальника комплекса Вавилов об усилении надзора за заключенными на территории комплекса. Приказываю усилить надзор над заключенным Петровым Виктором. Внимательно следить за его действиями и постоянно держать его на виду. Не поручать ему в течение трудового дня работу, для выполнения которой ему будет необходимо покинуть помещение. Отчет по наблюдению с грифом «Секретно». Срочно, только что перехвачена зашифрованная полиметрическая система сообщения, направленная в терминалы, с которыми работает Петров. Пока невозможно расшифровать текст или данные, однако личности отправителя установлены. Это некие Ромашков, главный инженер комплекса Раменки, и Вышегородский, старший инженер комплекса Новая Земля. Также упоминается некий Сомнин. Его личность, к сожалению, установить не удалось. Предположительно, эти лица могут быть подельниками Петрова и скрытыми вредителями, участвующими в заговоре. Срочно известить службу безопасности и лично Сеченова. Возможная диверсия сейчас не просто недопустима, а может быть катастрофической. Ой. Дорогая, какое счастье. Как ты смогла попасть в комплекс? Я подменила документы и выдала себя Да, за я одного не из знаю, врачей. как я их убью. Страшно. Поехали. Поехали, приехали. Ты чё, умный? Ой, извиняюсь, товарищ труп. Так, ладно. Это я только бросил. Тихо. Тут мужики, давайте. Так, идем сейвиться. Давай маленькую зузаем. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог.
Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился. Ваня! Ваня! Ай, не так надо. Сэй! До свидания. Нормально, шок. Шоковая штука. О, сейф. Я бегал куда-то. Доступ разрешен. Перчатку лучше. А. Нет, давай. Верните мне просто мощный удар. Мне больше нравится. Лезвие. Прокачиваем. Супер. Двигаем дальше. Так, там еще один терминал был. Цензура баст. Данное сообщение передано на контрольный терминал по причине наличия в тексте слов, находящихся в фильтре цензуры. Слушай, походу мои эксперименты по изменению структуры каннабис прекратят. Я пытался было объяснить, что он для веревок, прочной ткани и прочего, но кто-то из ваших грузчиков нарвал себе экспериментальных стебельков позавчера, так его, судя по хохоту, из лазарета до сих пор не отпустило. Так что делянку придется прикрыть. В последний раз. Так, тоже, да? Слушайте, я на уроке биологии... слушайте, я не урок биологии давать пришла, а отделом руководить. Донесите, пожалуйста, внятно до всех этих осваивателей новых планет. Тропические растения, как мы, их не изменяя, не смогут производить столько кислорода, сколько нужно для терраформирования. Да, экваториальные леса являются крупнейшим производителем кислорода на планете, но они же являются и крупнейшими его потребителями. Поддерживать баланс? Да. Сформировать систему? Нет. Что вам действительно нужно, так это фитопланктон. Сюрприз, он у нас главный производитель полезного кислорода на планете. Но они бы это знали, если бы на уроках биологии не о звездах мечтали. Полина, я тут хочу провести эксперимент вне документации. Ввести нейрополимер для вакцинации в животных, что прибывают из Павлова. Ясное дело, что это не наша сфера деятельности, но мне крайне любопытно, что можно получить, если разобрать через нейросеть систему поиска животными пищи. Возможно, получим интересные данные для разведения более привлекательных для свиней и коров культур. Пока поставлю опыт на одной корове, свинье и курице, а там посмотрим. Угу. Корова, свинья, курица. Что-нибудь еще есть? Там что-то есть. Оп-оп. Набрали. Комплекс Вавилов – одно из крупнейших подразделений предприятия 3826. На территории комплекса находятся десятки цехов. Не нравится. Всех просто перерезала, правильно понимаю? Через полимер можно проплыть не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, с дельфинами плывешь. Умиротворяет. Что-то есть. Да? Имеется. Это мы берем.
Поплыли. Я читал всякое, но это Что это вообще за место? Товарищ завхоз велела передать вам. Кулерная линия неактивна. Для возобновления работы требуется перезапуск системы управления. И как я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да неужели? Эта могучая платформа с легкостью удерживает на себе научно-конструкторский комплекс. Вот он, пульт. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Это... что такое было? Аграрными зонами. Не поедут без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедут. Твою мать! Так он живой? Схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все тут? Не поедут. Нет, без схемы не поедут. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. В которую вступает наш... Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал, не поспел за мной. Помер. Да тут все, блин, померли. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. Ну, кто-то из вас. Наладить серийное производство этих Ну, грандиозных... пойду поищу смотрителя. Где бы только искать. друг с другом. Наверное, надо было сказать спасибо. Твою мать, говорящие трупы. Что вы сказали, товарищ майор? Я всю войну прошел. Да и после повоевать приходилось. Много чего видел. Майор, оружие или способность? Так, давай посмотрим, что там по способностям еще. Стужа. Что она делает? Не способна двигаться. Это прикольно. А это что? Увеличить дальность действия тоже неплохо. Это что, полимерные строя? Вот я не очень понимаю, что это. А, все, я понял. Давай, да. А шок? А, шок просто работает, правильно? Ага, шок типа всегда. Стужа. Так, ну пока все. Что по ремонтному? Улучшение создания. Требуется рецепт. А, там будут еще другие. Близнебоючие. Ладно, я думаю, в любом случае нам пока надо прокачиваться. Ничего не хватает, да? Окей, на шведе. Ой, не на шведе, а на этом. Дульный тормоз. Снижает отдачу. Ну, это такое. Не особо надо. Так, ладно, сейф. Полимерные струя. Угу. Там что? Что-нибудь есть? Просто поумирали все. Кочмар. Просто ужас. Опять тут. Что моя жена уйдет от меня.
Чё я вдруг Вот всех он. начал? Что? Что, начал? Храс. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? Так, и чё? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От 1 минуты до 2 суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль бедолаг. Правильно. Так, и чё? А, блин, я дурак, да? Там она нарисована была. Ой. Василий Савыч, давай без меня. Я схему прищу. Да где ж ты? Третья где-то в центре. Сейчас сделаем. Пам-пам-пам-пам-пам. Нет? Окей. Ой, надеюсь, сработает. Не поеду без схемы кабинки. Твою мать! Да ну нахер! Говорящий труп. Но сегодня я зайцем. Мы готовы к поездке. 10. 9. 8. Мне кажется, она сейчас как рубанет туда. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Угу. Что-то много Вовчиков тут, конечно. Адский разгон. Куда в обратно? Что происходит? Наша игра лагает. Здорово. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. А, сука. Так, я думаю, за перерывом. Или нет? Не знаю, что-то инет подлагивает. Не нравится мне такое. Сейчас, может, вернется в строй. Так. Ладно, попробуем. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. А чё? Быстро. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как... Я понял. Помер. Хе-хе-хе. Вовремя восполняйте здоровье. Вот я не успел. По полимеру прошелся. А, сука. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. Стоять. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? Тихо, да, сволочь. Не увернулся. Ну ничего. А, сука. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу.
Ай-яй. Чё? Так. Не тот. Ну, нормально. Думаешь? Да. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по Паркур. стене, как еще? Там внизу есть что? Алло. Это, да? Блин, полимер. Фигня какая-то. Я думал, он просто лузу добавит. Опасно. Да ну. Феликс, живи. Ой, твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Нормально прыгает. Ничего себе. Страшное чудище. Этот хил ногу. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возможно. У нее большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Результаты лабораторных экспериментов являются физической либо интеллектуальной собственностью партии и присвоению не подлежат. Типа мы с радостью лутаем. Что? Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я же за ними ухаживал, восхищался. Могучие, продуманные. И вдруг такая ирония. Вы о чем? Буравы — лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Нет. Ну, почему? Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно построить за месяц. Любой тоннель. Да что метро? Их и на Луну готовили. Для терраформинга. Ну и, конечно, секретность. У Бурава обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука. Так. А ирония в чем? В чем ирония? Смешно сказать. Я робототехник. За мной буравы закреплены были. Когда роботы нападать стали, я скорее сюда побежал. Отключить своих хотел. Да под зубья и попал. Мои же подопечные меня погубили. Все пульты завалило. Теперь сами роют себе что-то. Одним им понятное. Как во сне.
Что там снится-то им без человеческого управления? Вы обслуживали буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Эх, Ну, что это уж пугающая там про фигня, то, что он фольклорную мертвый, сеть как бы говорит Одни с нами. горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они, буравы, горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. Бедолага. Сейчас. Все. Чего он не сбивает? Ай-яй-яй. Ладно. О, моя остановка. Комфортная была поездочка. Перезарядить. Опа-па. Так, а там что-нибудь есть, да? Если вниз спуститься. Значит, нормально. Ага, отхилки есть. Отлично. Ну, если дают много патрон, это к беде. Здравствуйте. Сохранение данных. Напоминаю, всему персоналу комплекса надлежит воздерживаться от обсуждения работы с семьей товарищей. Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Патроны. Так, тут замотались. Ой, стоять. Не хочу, подожди. Скажу, щит прокачать. Милый, ты вернулся. А почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Ага, давно не видел. Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал. Я вся дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Элементаноры. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелай. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Где там сейф? Так, давайте тут постоим чуть-чуть. Сейчас я вернусь.
Я снова в строю. Так, все, мы там сохранились. Теперь нужно через лазеры ходить. Тут надо почитать. Что тут? Уязвимые места роботов. Опа. Прошу донести до персонала на летучке следующую информацию. Товарищи младшие инженеры, в связи с участившимися случаями входа вовчиков в цикл самоповторяющихся действий, напоминаю вам о необходимости их отключения. В отличие от рабочих роботов, центром нервных окончаний из-за конструктивных особенностей является зона копчика робота-лаборанта. В случае неисправности осторожно подойдите к роботу сзади, введите размыкающий цепь инструмент в паз, затем вызовите техников. Отдельное внимание стоит уделить и рафикам. Их вскрывать категорически запрещено, так как энергоэлемент в корпусе в случае извлечения неспециалистом может детонировать. Подозрительная активность. Докладываю, недавно назначенная в комплекс врач зачастила с посещением к Петрову, нередко игнорируя других заключенных. Прошу разрешения усилить наружную слежку за Виктором Петровым. Донесение осведомителя заключенного F-451. Я думаю, что нет, Петров псих, а не перебежчик. Если даже ему и дали денег за предательство и завербовали, то он, поймите, он как ребенок. Хочет, чтобы его любили, уважали, считали толковым. Вокруг тут, куда ни плюнь, гений на гении сидит. Вот у него от зависти крыша и поехала. Разумеется, мог совершить диверсию. Но не из-за американских денег. Ему это так, повод в лучшем случае. Ему важно признание. Если он не может добиться его как ученый или инженер, он добьется его иными способами. Ему важно, чтобы его имя вошло в историю, а вот какая это будет история, дело десятое. Отчет психолога о состоянии Петрова, вызванном гиперэго и проблемами зависти. Исследование психического и психологических состояний Виктора Петрова выявило следующую картину. Ярко выраженный нарциссизм, глубокая депрессия на фоне развитого комплекса несостоятельности, завистливость на фоне гиперкомпенсации эго, фиксация на театральных образах и жажда признания. В общей картине Петрова нельзя считать расчетливым изменником или предателем. Его преступления имели под собой почву исключительно травматического свойства, и любые возможные деньги из США, если этот факт вообще имел место, стали не причиной, а лишь поводом действовать для его нестабильного эго. Настоятельно рекомендую перевести Петрова с исправительных работ в психиатрический изолятор. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Жестко. Файт будет? Будет файт. Я уверен. Сейчас будет файт. Страшно. Как ты себя чувствуешь? Чушь. Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Опа. Операция была безболезненной. Козлина. Хорошо. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Ладно. Должно быть, это человек Сечина. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился буран. Мерзкий Вот голос. я его в медблок, а потом я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Психопат. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! Внимание, А ну стоять! внимание! Нарушение режима. Вызывается карантинный отряд. Что делать? Ай, дуги. Заяц волк. Он командует роботами.
Прям как своими собственными. И двери за собой как-то запер. Сволочь. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Что это? Что происходит? Вроде раскинул. Отхильчик. Напоминаем, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826 надлежит заполнить форму ЕДД-КД1 и форму ЕДК-ФА2. Чего они не стоят? Можно от всех избавиться просто? Это еще? Просто раскинул. Уважаемые сотрудники, прослушайте этот щебетарь и оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений, даже безобидных. Цветы из лаборатории могут обладать заложенными генетическими свойствами, которые сильно испортят комфорт вашей жизни. Все, что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Есть. Они ползут в стенах, ты слышишь? Скребут. Кого их-то? Роботов? Нет, роботы убивают просто и быстро. Но эти... Остаточно полимерная память иссякла, товарищ майор. Ясно. Убивают тут не только роботы. Что это может быть? А не готов это слушать, простите. Кто еще тут могут убивать? Капец. Что будет? Пистолет. Я вижу. Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельством при рассмотрении... То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет. Почему у меня теперь пистолет еще есть, да? Урон. Не искажайте, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если... Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев, Филимоненко?
Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным, а не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в 100-й раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана! Мы закончили! Ничего по-другому. Что делать? Что происходит? Стрём. Что это? Не понял. Эй, не дерись. Капец. Всех поперебивали. Все. Так, что там? Отчет. Отчет о прохождении планового психического освидетельствования в комплексе Вавилов. Так, пройдено успешно. Юра, послушай, выясни про этого Михалыча. С одной стороны, он отличный мужик, с войны без ноги пришел, продолжает отечеству служить как может. С другой, от всех медосмотров отлынивает и вообще нелюдим. Если у него запой или тяжело на душе, надо помочь ветерану. Михалыч. Все. Просьба удовлетворена. Товарищ Захарченко, а куда у вас пропадают роботы ВОВ А6 в таких промышленных масштабах? То из строя выходят, то просто исчезают. Я, конечно, договорился с комплексом Павлов, они отправят нам немного мощностей. Поставьте погрузчики Пеликан завтра на приемку и разберитесь с пропажами, следите за инвентарным оборудованием. Я вас предупредил. И что? Так, дайте попробую все-таки. Интересно. Ведь? Что я сделал? Что не сделал? Главный зал коллектора-распределителя украшает символ Ладно, комплекса это может быть потом. Понял. Пофиг. Скорее всего, потом что-то найду еще. Засейвиться, конечно, было бы неплохо. Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Я надеюсь, размазал. В отделе социального контроля. Так, ладно. Здрасте, Леонора. Приветствую вас. Выберите желаемое действие. Так. Пестик теперь есть. Леса. В чем прик? Хорошо. Не, ладно, не буду. Давай пестик, что ли, качнем. ПМ. Точность. Угу. Угу. Так, искать надо. Вот тут что? Урон. Отлично.
Так. Здоровье по-любому качаю. Кассетники. Стужа. Блин, ну вот полимерная вообще чушь. Стужа лучше, конечно. Шок. Какая-то вроде самые такие ходовые штуки. Часть ровно. Ага. Замороженных нет смысла бить. Иду в полимере попал. Просто попал. Так. Что мне предлагают? Поймать их? Я не понимаю. Судя по всему, в Альго-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Лутаемся. Ну, вот сюда надо. Эй-эй-эй-эй. Больно. Боль. Пуля. Меня не видишь. Хер у него это. Ай, где ты? Ты падла. Не дали. Есть кто-то? Начинается обеденный Кто-то перерыв есть. для сотрудников с низким социальным Нехорошо. просьба к штатному персоналу не Плохо, покидать свои плохо. рабочие места. Вот это. Куда ты летишь?
Я вчера случайно заглянула в архив. Там все такое автоматическое. Скоро нам совсем не нужно будет работать. Мы будем просто сидеть и слушать музыку. Вот, послушай. Машина такого не оценит. Так, что это у нас? Супер. А игра взяла и вылетела. Надеюсь, там сейф был где-нибудь рядом. Ну, здорово, Геродес. Да, сколько лет, сколько зим. Да, где? Нигде не пропадал. Работа, учеба. Все как у людей. Ты как? Как здоровье, как Valorant поживает? Игра, конечно, подло вылетела. Продолжить. Так. Надеюсь, нормально загрузимся. Хоть загрузка пошла. То уже радует. Старший робототехник Александр Ефремов. Вас ожидает в диспетчере. Кто где? Тихо. Я думаю, надо затестить ствол. Четыре патрона. Ну, такой расходничек получается. Тут что такое? Так, что это у нас? Привет, привет. Дела хорошо? У тебя как? Так, дай бог, игра не вылетит опять. Музло вообще кочевое.
Я не понимаю, туда можно проплыть через полимер? В натуре. Прикол. Последний раз тут был, когда мафия улица. Как говорится, что-то меняется, а что-то вечно. О, сейф зона, правильно? Повторяю, если вы получили направление на анализы, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Куда-то не туда пошел? Что тут есть? Вот вторая тут, да? Штука. Вот она. Милый, наконец-то! Я так Да, скучала. хватит домогаться до меня. Избавился от этой дурацкой перчатки. И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да. Электро. Ругай меня. Я была плохой девочкой и подвесила. У меня теперь есть электропестик, правильно? Чего? Ты опять кого-то убила? А что, вставить туда можно что-нибудь? Милый, ты так долго в меня не входил. Вот. Мне стало очень одиноко. Тороплюсь. Я должна была развеяться. Хватит! Чё Да за когда же это малютка? прекратится? Не Как переживай, люди в скажи, черном. милый. Так, энергетическое орудие вместо патронов использует энергию перчатки. Окей. Понравилось. Я очень. Ну это... О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моей Где же она, блин? Крас, зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Илью? Надо попробовать. И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться, а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на Элеонора, него реально. случайно и пристрелит предателя, как заразная свинья. Очень Повернутая может на быть. сексе. Ремшкаф Петров так и заполучил. Но алгоритм Элеоноры Куда падаем? Понял. Никого нового. объект Луна представляет собой. Одна есть. Я все собрал. Что это за PlayStation? Готово. Вроде заработало. Перед вами мемориальный Луна. Символ советской Ой. Не то жмаю. Вовчик. О, не маленькое помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Тихо. Что это за место, Хас? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Сейф. Сохранение данных. Двигаем. Тут дофига всего. Аудио прикольно. Дальше пройду. Да блин, я тут кнопку нажимаю. Тупиков столько, что страшно. Эй. Прыгай. Эй. Не получится. Эй. Ладно. Кто здесь?
идея. Тут неправильно. Окей. Ебучие пироги! Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Храс! Не время! Зафиксировано нарушение Что делать? помещения архива Северного флота. Целостность контейнеров с образцами Говно Ебучие не пироги. боится. Справедливо. Найс. Взяк пошел. Чё? Так, это пока заряжается, правильно? Напоминаю, что несанкционированная Подзарядочь. хранение данных по результатам эксперимента преследуется по и грозит высшей мерой наказания. Что он делает? Она лечит. Что, мразь? Куда? Твою мать. Трекинг лютый. Страшно. Так. Эй. Жив цел. Так, куколка восстановилась. Тихо. Нихуя не видно. Это с той стороны, это с этой. Давайте. Так. Пойдем пока в противоположную. Товарищи, обеспечивайте сохранность экспериментальных данных. Что еще не забыть? Обидно. Тут что? Тут я обратно пришел, да? Дэн, а я умен. Стоять. Так, двигаем. Уверенно. Пойдем за сейвом. Какие-то опасные мутки начались. Сохранение данных. Let's go. Ну, налутались серьезно, хочется сказать. Там эта хрень. Тревога.
Там другая хрень. Сюда иди. Давай раз на раз выскочу. Че, медленно так? Да, сам напросился. Результаты генетического анализа не являются У официальными нас. и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Куда он ее чинит? Было место. Иди к папе. Он что-то знает. Ты что, умный? Опять эта штука. Да, там вышло DLC про море. И еще одно должно быть. Да хватит чинить их. Тут можно. Что? Это. И все, да? Один вован. Несанкционированное распространение Прям пойми, где. номер Здесь не пройду. немедленно явиться на внеочередную проверку в отдел социального контроля. Так, вроде неплохо. А я вот первый раз прохожу, а захотелось пройти, потому что брат мне посоветовал прочитать книгу «Предысторию предприятия 3826». Я прочитал, и вот что-то прям захотелось поиграть. Короче. Что, я лист взял? Ехали. Он на входе, тварь. Еще один. Я вижу. Выходи оттуда. Отказ системы автоматического устранения неполадок. Критический сбой в системе физической безопасности. Всем сотрудникам немедленно покинуть помещение семенного фонда. Куда? Куда я уехал? Верните меня наверх. Куда сюда меня катают?
Все, выхожу, я выхожу, несу. Там все залезу. Кавабанга. Нормас. Куда плыть? Не обсуждайте работу дома. Залутались опять, серьезно. Членов семьи, виновного в распространении информации, Здрасте. также предусмотрены меры пресечения. Сильно. Патроны для ПМ. Майор, оружие или способность? Пушки. Так, скажите мне, раз кто-то играл, тут оружие ближнего боя имеет смысл новое брать? Оно круче, чем старое? О, просто атаки надо. Надо электро прокачивать. Хорошая штука. Понял. Что это? Добавляет спецатаку? Нет. Увеличивает урон. Это я поставил, чтобы все видно было. Чтобы не тупить. Найс. Не, отдача. Давай урон. Доступ разрешен. Что там по полимерам? Электру... Что это? О, это хорошо. А ОЕшки это всегда хорошо. Супер, теперь можно засейвиться. Критический сбой в системе физической безопасности. Всем сотрудникам немедленно покинуть помещение семенного фонда. Куда? Это прикол. Красоте ему упал. Упанулись. Там до конца труба. Так, нам в ту сторону. Давай вначале спустимся. Я не против. Ух ты, ёпта. Всем сотрудникам получить Ай-яй. Так. Стоять.
Ладно. Да, еще одна тоже. Как тебе такое? Ты откуда взялся? Всё. Жучая скотина. Неплохо. Что за эти штуки можно? Что делать? Оп, оп. 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 Ну дают. Куча лута. Так, куда бы залезть? Оп. Золский паркурист. Не упасть. Просто профессионал. И передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией. Где там Вовчик? Иди. Он смотрит. Сюда. Минусован. Откройте.
Ну, еще нормально. Справляемся пока. Так, внизу дофига всего. Что за звук? Драки нет? Что? Страшные звуки. Так, я так понял, мне проехаться надо. Эти штуки. Окей, пойдем. Не вступать в контакт с рукой. Повторяю, категорически запрещается вступать в какой-либо контакт с роботизированным персоналом. Я забыл. Забыл, что я не умею прыгать. Ловчиков тут не будет больше. Пойдем вот здесь зафигачим. До свидания. Так, вот что? Добрали. Проходка назад, да? Что это? Ага. Стоп. Угу. Почти. Я запутался. И так тут наоборот должно быть. Блин. Нет. Я справлюсь. У меня получится. Уе. 3 часа на головоломку. Плевать. Там еще что-то есть. Вот это что за штука? Где я? Что это? Дайте рабочее расписание. Минута задержки на обеденном перерыве. Эта минута украденная у народа. Так, вот там еще, да? Что-то. Что-то страшное тут гоняет. Центрофуга какая-то.
Забывай, что здесь наоборот надо вначале прыгать, потом рывок делать. Здрасте. Неприятно. Но мы аккуратненько спускаемся. На всякий случай тут надо открывать что-нибудь. А, мы вроде в обратку, да? Блок. Начало. Петро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Слушай меня сюда, безмозглая псина. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я П3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размозжило погрузчиком в кровавую труху. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Кто-то, значит, Я опоздал. шарит. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. 2 кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Да, Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штукхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. Авторизация. Так. Я там нормально залутался, а ну-ка. Рассказывай, что тут есть. То это добавляет спецатаку. Так, неплохо. Другой обычный пестик, что там. Уменьшает отдачу, скорость прицеливания, такое. Сеть, а чё? Точность, заряженный урон, объем магазина. Урона нету, ну пока. Окей. Тут что? Не хватает. Привет, Слайфокс. Привет. Другое такое... Нет? Не нравится. Ничего не понял. Что там по... улучшением? Так, удар шокером наносит больше урона, позволяет оттолкнуть. Супер. Сохранение данных. Кто все в атомике? Всем привет. Всем привет, кто тут есть. Спасибо, что зашли на стримчанский. Я вот тоже не знаю, кто все и почему в атомике. Ошибка. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно.
но их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми... Подписывайтесь, Короче, ребятки, очень 4 приятно, что вы тумбы, зашли. 4 колбы. Также можете, кстати, подписаться на Twitch, на YouTube. На YouTube вообще и видосы даже выходят. Это где это видно, ё-моё. Чтобы на YouTube видосы вообще были. Никогда такого не видел. Так, что тут? Тут кто-то есть. Мне страшно. Для сотрудников с низким социальным рейтингом. После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. В результате мы имеем нездоровую тенденцию. Я предлагаю ввести в товарооборот опытный сорт табака. Он почти не содержит никотина и полностью лишен вредных смол. А главное... Храс, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Он постепенно вызывает отвращение к курению. В производстве Понимаю, дешевый, Александр. им можно легко заменить обычный табак. И за 5-10 лет мы отучим смолить около 2/3 курильщиков в СССР. Тут, да? Я чувствую, меня сейчас накажут. И я не про Элеонору. Да. Коробка. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь. Серьезно? Нет, не точно. Че, повоюем? Жесткие? Мужики, вы жесткие? Ладно. Нормально. Даже справились. Так. Но они тут не одни такие, правильно? Открыта запись в очередь на нерабочие выходные дни. Только для сотрудников среднего социального рейтинга и выше. Стелс. Когда он на меня накинулся? А я, короче, что начал Atomic Heart проходить? Ну, я уже рассказывал. Меня брат посоветовал почитать книгу «Предприятие 3826». Я почитал и захотелось поиграть. Вот сейчас изучаем. Погружаемся в вселенную. Так. Вселенную? Погружаемся во вселенную. Йоу, щи. Так, ну чё, ради этого, кажется, я и... Что? Ради этого, кажется, я и копил патроны на дробовик. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Так, ну не будем тратить. Ебать, присел. Так, что здесь? Кто здесь?
СИН-21 и СИН-22 надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Тихо. Служба бесплатной прополки сорняков к вашим услугам. Прикол. Лутаем все. Ой. Вы меня заметили, да, молодой человек? Ну чё ты там? Я бы после такого не встал. Да сколько же вас? Еще. Пугают. Подло. Двигаем. Аккуратно. Что там не залутал? Труп. Здесь. Вот и доигрались. Что они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли Венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический сбой, и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корню. Доиграются они там. Доиграются. Да главное опрыскивать вовремя. Не долутал. Что вроде четко. Что там на компьютере? Рассказывают нам. Пищевой полимер. Скажите, это вы автор этих строк в стенгазете? У полимерной технологии, безусловно, множество применений и свойств, от программируемых систем до создания прочнейших сплавов. Но одна сфера не затронута нашими исследованиями совершенно. И совершенно зря. Пищевой полимер, точнее полимерный носитель питательных веществ. Представьте себе некий батончик или тюбик, если угодно, содержащий в себе интегрированные в полимерную структуру пищевые компоненты. Мы можем создавать идеально сбалансированную пищу, которая не портится даже вне холодильников, способствует нормализации обмена веществ и много чего еще. Военные, моряки, туристы и, конечно же, космонавты навсегда решат для себя не только вопрос питания, но и транспортировки продуктов в больших объемах. Если да, то срочно свяжитесь со мной, я хочу кое-что обсудить. Лунный грунт успех. Товарищи, довожу до вашего сведения, что наша с вами работа дала плоды. И это не фигуральное выражение. Эксперименты по проращиванию в лунном грунте в условиях, приближенных к гипотетически лунным оранжереям, увенчалось потрясающим успехом. К сожалению, ввиду важности и перспективности этой работы, мы пока не можем обнародовать ее результаты даже среди непосредственных участников. Однако в скором времени вы все узнаете. Какой вклад внесли в науку. Спасибо вам еще раз, товарищи, за ваш труд. Срочно засекретить все результаты по проращиванию семян в лунном грунте. Все за исключением одного. Все за исключением одного образцы уничтожатся. О том, что выросло из семян в процессе, рассказывать и документировать запрещено. Присвоить единичным экземплярам статус красный 3. И в опломбированном полимерном контейнере перевести на объект SCP. SCP? Введение Академии последствий. Разработать правдоподобную легенду о результатах для сотрудников. Перед завершением рабочей смены. Короче, все, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Что тут? Кусочек.
Чего? Какой-то новый челик? Что такое? Что их тут так много? Куда толпой прям? В очередь, сукины дети. Долго их с этой штукой убивать. Эй, послушайте, можете добить меня, пожалуйста? Да что такое? Может, медиков подождешь, а? Каких медиков? Всему предприятию, извините, кирдык. Спасатели будут еще не ясно, когда. Больно мне сейчас. Все равно ходить уже не смогу. Ну-ка, Может, поднять? можно как-то поднять это? Погоди. Ну, скорее Со всего, мной уже трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот бы мог поднять. Да их ведь теперь не попросишь. Ладно, дай подумать. Вы только там не раздумывайте долго. Мне больно. Очень. без шансов. Не добивается. Обманули. Че? Спасибо вам. Да блять. Что? Эй, почему я... Что случилось? Храс, это снова полимерная память? Все, что он запомнил, это то, что ему больно? Я не ожидал, что это может проявиться вот так. Что со мной? Что со мной, вашу мать? Ты мертв. Просто подожди немного. Что? Чего ждать? В смысле мертв? Эй, добейте меня, добейте, вы же обещали. Ой, так, я пошел отсюда. Блядский рот. В натуре. Лучше и не скажешь. Так, сюда можно зайти? Тут все перекрыто. Пустите меня, молодой человек. Осужденный за Так. клевету в сторону партии Дмитрий Багранов объявляется вернувшим долг отчизне и освобождается от принудительных работ в комплексе. Оп. Ну, какая-то мразь. Черт, ежиха взбесилась. Час от часу не легче. Ежиха. Обычно это безобидный геолого-геодезический робот. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется, можно сразу через окно пролезть. Так. Выберите желаемое действие. Арсенал. Создание.
Так. Ну сейчас явно будет какой-то мега-файт, правильно? Да блин. Чем мне уменьшить отдачу? Мне нужно урон увеличивать. Стоп. Установить. Да. Все, ну. Сильно. Но думаю, нас все равно раскатают. Это что? Угу. Возможно, пригодится прямо сейчас. Сохранение данных. Бесценный полимер обладает десятком полезных. Я забыл, что они такое. Напоминаю, результаты лабораторных экспериментов являются физической либо интеллектуальной собственностью партии. И где она может быть, эта колба? Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем. Там было, да? Собеседник. Еще один. Отлично. О, живой даже. Да. Еще один? Здесь был кто-то до меня? Угу. Видите, он тело лежит неподалеку. Это Алексей Иванович, техник. Мы с ним, как нас убили, довольно неплохо болтали. Только он минут 20 как потух. Пару каких-то реплик бросил, а там уж неразбериха была какая-то. Потух. А кто-то еще был? Оглянитесь, тот вот погибший. Не все разговаривают, но он Виктор Степанович, доцент. Сутки как упокоился. Товарищ он Улумбеков утром замолчал. Жалко, молодой. Все потухли. Я вот пока держусь. От начала, Егор, я... Сколько? Часа 3, наверное. И вас это не удивляет? Ну, как это не удивляет? Удивляет. Но это очень занятно. Вы вот, кстати, если выживете, не забудьте об этом сообщить. Хоть что-то полезное из этого ужаса. Наука-то должна вынести, а? Ну да, чтобы и не вынести. Правдами и неправдами, верно? Ну, не любой ценой, если вы намекаете на мою излишнюю вовлеченность. Ну, если реально валяется. Спокойно, блин, как удав. Давай, счастливо оставаться, дядь. Счастливо. Это оно? Товарищ майор, такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Да потому и взял. Окей. Слишком уж специфично выглядит. Так. Пойдем нырять. Туда наверх. Так. Кнопка с платформой, да? Мы засейвим. Мы поедем, да, если я нажму? А, нет, мы приедем. А поехать нельзя.
По рельсам походить. Кавабанга. Аккуратно. Да? Так. Интересно. Сейчас найдем другой путь. Там вон внизу еще эти вовчики ходят. Что там? А, тоже вовчик. Реально по текстурам пошел прыгать. Ничего. Из воды нельзя. Он меня увидел. Ой-ой. На, подержи! Сам напросился. Тихо, дядь. Полезай. Значит так, товарищи, надо что-то придумать со спорами... Так, я правильно понимаю, что... Колба присоединена. Запущен процесс синтеза люминесцентного полимера. Для заполнения осталось 35 Теперь обратно. 35? Отлично. Подождем. Я тогда позже зайду. Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, Я насыщают пока не вещество знаю, аналог- Егор. Я вот только это начал проходить. Сейчас, к сожалению, не так часто получается стримить. Поэтому планов не строим. Врубай! Поехали. Надо заряжать, я надеюсь. Надо быть осторожней. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист? Работа такая. До заполнения осталось 20 дней. Уже лучше. О, сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Если будет босс-файт, мне кажется, я не вывезу. А я вас не узнал. Отбиваемся. Так, вот этих надо. До заполнения осталось 5 дней. Эй-эй-эй, со спины. А! Здрасте. Тихо, 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 тихо. 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 Почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это был риторический вопрос. Тихо. Тихо. Живем. Ай, что ты так больно бьёшь? Где они?
Окей. Энергии нема. А, я его убил? Убил. Жесткие типы. Так. Забыл, как это играть. Что? Я опомниться не успел, дядь. Тихо. Да алло. Сейчас все хилки на вас потрачу. Так, мужики, все. Мне надоело. Да выруби! Ну, твари. Привет, привет. Гамардюба. Так, я забыл, что тут надо делать. Кто хрюкает? Как тут это работает? Так, ну синий. Сюда надо. Ладно. Я так и это. Да. Так, тихо, меня сейчас уничтожат. Они уже летят за мной. Или пока не за мной. Спрячемся. Стоп. Стоп. Отстань, 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 отстань. Осталось 1 день. Промазал. А, или пока. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось Сейчас что-то остаться будет. без патронов для большего комфорта. Я вам говорю. Опять эта хрень. Не надо. До заполнения осталось 10 секунд. Что делать? Так-то лучше. Заберите колбу с пулемером. Для глазу иллюминации и милые сердцу пчел. Романтик. Да сколько надо? Я так и планировал. Тихо. Так-так. День. Что дают? 9 штук. Заполнение завершено. Пожалуйста, извлеките заполненную емкость. Колбу можно забирать. Меня отстали. Последнюю миссию метро 2033. А я уже не помню, что там за миссия была. Какие-то стражи на манипулятор. Вообще у меня из головы вылетел. Не помню. Что там, пчел стопа? Все, это мое. Отстаньте. Ой. Я убегать.
Добрый. Я спрятался. Отстаньте. 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 Ладно, можно полутаться. Неплохо. Что, едем? Куда-то едем. Товарищ майор, Тебе есть Да-да. что сказать по делу? разве я в чем-то виноват перед вами? Почему? Бываете на Блин, меня все зло? хилки Извини. потратил. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Его убило его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, и не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, Почему сколько свет себя помню. двигается? А я его подвел. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Робот Его делает. перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Нейрополимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, да. Найс. Так, куда идем? Напоминаю, лабораторное оборудование является собственностью партии. Порча, присвоение и передача оборудования. Это только одна, их 4. Нарушением закона преследуется партия. Это трэш. Полая люминесцентного полимера подсоединена. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Страшно. Мне нужен отхил. У меня буквально нет ничего. Паркур какой-то. А в какую у меня сторону? Горячий цех или так называемый хитарь. Вот же срань, больно! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. Так, ладно, пойдем. Что же туда? Но и выращиваются опытные Сейчас уйду куда-нибудь. Так, прям поднимешься. Так, что тут? Неоколорад. Испытания успешно завершены совместными усилиями команд Вавилова и Павлова. Наших, конечно, больше. Выведен новый вид колорадских жуков. То, что надо. Клин клином вышибает. Кстати, породу так и назвали. Жук-клин. Новый паразит поедает только вредные растения. Амброзию, циклохену, полынь и болиголов. Или болиголов. С последним личные счеты у меня от него... с последним личные счеты у меня. От него... У меня собака померла. Помянем. Из-за токсичных веществ в организме жука не едят птицы, и его появление экосистемы не портит. Вдобавок, жук не способен к размножению и умирает за сезон. Таким образом, не нужны никакие пестициды и прочие вредные вещества. Один паразит жрет другого. Красота. Собственная фабрика. Я бесконечно уважаю чешскую мебельную фабрику, но у меня есть отличная идея. Давайте на мощностях Вавилова сделаем свою, локальную. Нас много заключенных набирается в последнее время, и не все они компетентны. Плюс в проращивании постоянно утилизируют разные не прошедшие контроль сосны, березы и что-то там еще. Я как завхоз на это смотрю с болью. Возможно, для вас, ученых, это просто ненужное деревце, а я вижу в нем потенциал. Снабжали бы все предприятие собственной мебелью из уникальных пород. Отличная же идея. Плюс каждый набор мебели будет, как говорят французы, «la exclusive». Подготовьте документы. Постановление. В Амазонии намечается кризис. Из-за промышленного разгильдяйства капиталистов площади лесов умирают со страшной скоростью. Товарищ Вавилов поручил мне собрать комиссию для решения проблемы. Пока предполагаем создание быстро растущих тропических деревьев с более прочной корневой системой. Самое главное – секретность. Мы обычно любим по всей земле трубить, как помогаем слаборазвитым странам, но здесь эту катастрофу нужно предотвратить без опломба.
Так. Что тут? Эй. Эй. Дверь. Откроем. Изи. Это которая... Ага. Это которая... Ага. Так. Что тут? Ну, там уже какие-то выражения. У меня пол хп. Там Вовчик сидит. Сидел. Сейчас. Так. Стоим. Блин, ну их там до хрена. Тихо. Критическая температура в горячем цехе. Похоже, еще немного, и котлы взорвутся нафиг. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать. Будем думать. Справляемся неплохо, по-моему. Если вы получили направление на анализ, пожалуйста, обратитесь в центр тестирования. Лежать. Двое. Это криогенные элементы. Узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча, с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления в очагах сильного сгорания. Попробую затолкать их внутрь бойлеров. И где тут вход в трубу? Какая там песня играет? Ё-моё. Ты чё? Отказывается умирать? Запоздал. Эй, кто выключил? Так, вот впускной раструб. Ну, песню выдали. Вот это. Про название новых растений. Ну ладно, там картофель марсианский или лунная пшеница. Вы придумываете очень скучные названия, но это все мелочи. А улетим мы, например, в другую систему, в Альдебаран какой-нибудь, я не знаю, не разбираюсь в этом. И вот садим мы там наш великолепный, неприхотливый подсолнечник на его планете, а он-то выходит уже и не подсолнечник, потому что солнца-то и нет. Он, получается, под Альдебарановик. Новости. Вот они. Вот. Будущее. Подумай над этим. И еще над земляникой подумай, потому что марсовика еще куда не шло. А вот Венерика уже за гранью добра и зла. Вавилов зарубил мой проект, мол, безрассудно. Форма превалирует над содержанием скал. А какая идея? Если мы смогли сделать побеги, зачем нам выращивать просто морозостойкие или жаротерпимые растения? Если мы хотим заселять новые миры, может, мы и растения создадим там новые. Вот смотри, я люблю наш русский березовый лес, но если я лечу, скажем, на Кубу, то я хочу видеть там пальмы и тростник, что-то новое. Не должны на Марсе цвести, яблоки, там должны расти опыляющие марсианские ульи и кактусы или ползти стебли электропроводящего плюща. У нас есть возможность новый невиданный мир создать, а мы капусту везем туда. Бред. Прочитайте внимательно, это не шутка.
Вчера я в рамках утилизации органических отходов выбросил в секцию разведения побегов несколько цельных туш свиней, погибших во время опытов. Сегодня мы опять просматривали записи, чтобы понять, куда пропадают вовчики, и я обнаружил, что свиньи перемещались по территории секции и даже пытались выбраться наружу. К сожалению, к моменту, когда я до них добрался, туши уже были съедены. Возможно, мы чего-то не знаем о побегах, и я настаиваю на тщательном изучении этого инцидента. Шарманка! Чужестранка! Все? Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащи? А как? В смысле? Куда? Куда ее? Куда ее? Ничего не понял. Еще сюда надо? Или что такое? Или вот так? Куда эти шарики девать? Западные. Жип? Нет. Кто стучит? Не помню. А, вот сюда. Нет. Закрыто. Где открыто? Алло. Как вас охлаждать, друзья? Так, что тут вообще? Куда ведут все дороги? Тут все закрыто. И шо и как? Что он там делает? А. Сюда. Сюда. Сработало! Осталось еще 2. Да неужели? Один. Цветы. Так, опять туда, да? Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой. Далю. На! Психанул. Давай, поехали. Так, стоять. Так, второй готов. Опять вы. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в Умри! для прохождения внеплановой диспансеризации. Ту-ру-ру. Шарманка.
сука. Да кто это вообще придумал? Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс Вавилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальное. Давай, езжай. Короткий путь не самый верный. Ну, и? Отстань. Нифига вы. Я понял. Счастье-то какое! Цветы. Песня душевная. Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива она еще, ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать тварь, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Так, Выберите желаемое действие. Пушки. Улучшение. Так, надо вот этот энергопестик прокачивать. Но он что-то пока так себе. Скорострельность. Ну, тоже неплохо. Тут что? О, лезвие. Так, нахер. Дробовик. Дальше что-то будет? Просто отдачу. Все, да? Интересно. Так, думаю, по-любому. Дополнительный рывок. О, регенерация нужна по-любому. Михалыч, я на обед. Вам что-нибудь захватить? Не надо мне ничего захватывать. Я в свое время до Берлина круто. дошел и его захватывал. Да, И до Михалыч. столовой дойду. Да не гундите вы, я же вам помочь хотел. А то опять всю пюрешку разберут, вы ворчать будете. Иди уже, я догоню, сказал. Еще и перегоню. Как скажете. Начинается некий паркур, да? Ну нет у меня ноги, что ж я и не человек уже. Как с детем маленьким. Для чего предназначен термоцех? Тут производят жаростойкие полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами коктации цереруса, кактуса. Благодаря этому здесь выводят группу растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Сам дойду. Без всяких этих ваших послаблений. Не жалости мне надо, а уважения. О, Рома, спасибо за подписку. Скоро я вас всех обгонять буду. От души. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Что вот значит жарко? Жарко ему.
К нам на Урал приезжай. Да с Столиваром поработай хоть на полставочки, если твою в качель. Вот где закаляется. Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Человек. А он с цветочками своими сидит, жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Мы Крокотовы, мы ни жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть меч, хоть вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив обновят, всяко легче будет. А кто ноет, тот говна не стоит. Храс, что известно о девчонке Петрова? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Талантливый нейрохирург, ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатично. Вот, совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. Вниманию сотрудников распределительного центра. Тяжело. Открыт доступ. Вправо. Сосем. Здесь кто-то есть. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, светлом будущем. Просто который день, только об этом мы умирали все. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Ты так спокоен? Так а чё? Я свое уже откричал, напсиховался. И сам в шоке проклятия орал, и напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь, особенно пугались не те, кого роботы крошили, а те, кто видел, как я говорю, мертвый. Ты знаешь, почему так? Потому что это, мать твою, страшно говорить с покойником. А, почему говорю? Не знаю. Не знаю даже, рад ли этому обстоятельству. Да все равно. А чё, как Что-то рассказать можешь? Как все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, или все вместе. И где же теперь роботы? Да кто его знает? Разбрелись, наверное, по предприятию. Вон тут тоннелей сколько. Кого-то сумели остановить да вырубить, а кто-то, может, тебя поджидает за углом. Знаешь, мне пора. Да, давай, пока. Увидимся, как говорится. Не болей там. Ошибка. Сеченов должен был предвидеть. Не мог он этого Я не тоже предвидеть. думал, что это все какой-то заговор странный. Странный. Все закрыто. Сохранение данных. Паштет. Чё? Он. Опусти. Это еще что за дрянь? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Страшно. Курица-убийца? Просто прелестно. Кайф. Когда она его в нос клюет. Лучше не привлекать внимания. Мы его уже привлекли. Да.
Файл. Витя, личная просьба. Так. Комплекс Павлов увяз в исследованиях полимеров, им банально не хватает площадей. Сделай одолжение. Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Заранее спасибо. Поздравляю с назначением, товарищ Золотухин. Нормально, голосовухи пошли. Пост заместителя начальника комплекса Вавилов – это большая ответственность. В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьем, что требует особого внимания. Но уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Вам, как выдающемуся ботанику, предстоит руководить созданием целых систем растений, предназначенных для формирования и освоения поверхностей как обычно, все, других что могло планет. пойти не по плану, пошло не по плану. Мы с товарищем Сеченовым побеседовали, и мы оба очень рады, что вы с нами. Витя, пойми, мы не просто хотим засадить Луну кукурузой. Мы хотим сами надкусить яблочко на Марсе. Там течет. Не ел его срочно в больницу. Товарищ Золотухин, коллега, голубчик, мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. Можно ли нам каких-нибудь интересных цветочков ваших прислать? А то зелени маловато, и хотелось бы наверное, экзотики, там в если вы театре понимаете, тоже о чем все я. Прошел слушок, что у вас там чуть ли не перерезанные. какие-то ползучие кустики появились. Так я бы взял десяток, чтобы высокопоставленных гостей подивить. С меня, разумеется, причитается. Всегда ваш Стефан Ласточкин. Стефан. Не, Стефан. А ты что? О, спасатель, наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, что вы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. Ну а как? Мне жаль, дядя. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Да не машины же виноваты, а люди. Либо случайно, либо специально. Но случайно такого не сделать. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не 1 месяц работать надо. Хорошо. Как все кончится, за вами придут. Да мне уж все равно. Вы лучше постарайтесь, чтобы зараза или что уж там с роботами стало. Дальше по предприятию Ну не люди пошло. такие все спокойные. Это должно быть? Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Так, там это мразь. Погнали. И не обсуждайте работу дома. Для членов семьи виновного в распространении информации надо предусмотрены меры пресечения. Так. Хрень надо деактивировать. Интересные тут у вас аквариумные рыбки. Ага. Пока вылетел. Не коров. Под водой. Твари.
Так, мужички. По одному. Тихо. Ну. Ох, ёбу. Ты не жилец, блядина. Сколько вас там еще? Да хоть. Не все? Куда вы берете? Пиздец развели, блядь. А, тут херь. Надеюсь. Здрасте. Что это? Ага. Огненная кассета. А, прикол. Я понял. Кассета, это прикольно. Перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826 надлежит заполнить форму ИДД КД-1 и форму ИДК ФПА-2. Что здесь? Здравствуйте, Валентин Демьянович. Кто? Я? Надеюсь, я ничего не перепутал. Что делать? А. Ага. Корова, свин. Надо всех закрыть. Корова. Вентиль установлен. Свин. Ну, походу. Куры. Покрутил. Должно заработать. Свин. Что еще? Корова, курица. Корова, кура. Где еще кура? Вот еще кура. Твою мать! Я что, их всех убил? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей пулемета. Круто. Хорошо. Сохранение данных. Спасибо. Вот это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось.
Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Минуту задержки на обеденном Двигаемся. Эта минута украденная у народа. Аккуратно. Стрёмно. Черт. Одни трупы. На стене имеется лазерное реле активации питания. Разберемся, не привыкать. Так, опять эти головоломки. Что, запускаем? Заработало. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Как-то слишком просто. Да. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Что, где? Птичка. Что это? Сука! Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании в цехе оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться в вращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Черт! Вентилятор вырубило! Перезапустить его шоком. У меня один патрон. Ну чё? Товарищ Вавилов, тут аспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй томаты. По очереди. Еще и вслепую. Я сначала хотел их отругать, а потом думаю, приличный вид досуг. Самые настоящие шахматы, новаторские. Что скажете, может, откроем клуб аграрных игр? Где эта тварь? Куда она появляется? Это немножко страшно. Перезапустите систему вентилирования. Сейчас я все эти убью. Или все. Почему эти добрые еще? Ну что, спором неоткуда появляться. Цех проращивания
О, что за вонь от тебя? Фу. Так. Ну, почти заполнилось. Ну все равно летали. Происходит. Под номерами 704-557А, 907-44К и 07 За что? 332Н. Ваши деловые отзывы. Установленные меры пресечения изменена. Просьба передать оборудование управляющему или проследовать в раздел социального контроля. Долго еще? Дистанцию держи, тварь. Туда тир. Наполнение полого криополимера успешно завершено. Идет сохранение данных. Да быть такого не может. Дождались, наконец. Сохранение данных успешно завершено. Внимание, сотрудники. Доступ к пестицидному цеху открыт. Что вот это надо? Нафармился. Капец. Все мое. Нормально. Это мне. Валим отсюда! Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Что там новенького? А ну-ка. Что?
Мы выйдем в открытый мир потом? Чи как? Ствол. Это хорошая штука. Как кассету поставить? Интересно. Так. Дробовик, много патронов. Что он делает? Как я использую? Вот кассетник. Давай. Что дальше? Не понял. Тебе здесь нравится, милый? Я нахожу этот комплекс депрессивным. Как поставить кассету? Кто-нибудь подскажет? Сетник есть. Как поставить так? Что я могу с собой еще взять? Не понимаю. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно. Везде, где есть похотливые слезни. Их можно призабыть. И чё?
Урону башку, ей-богу. Милые, больные на всю башку — это Ну, местные добрался. мутанты, через которых проросли болезни. Вот у кого действительно. Однажды сомнение о пользе науки посетило меня столь сильно, Здорово, парни. Нормально. Комбинировать и менять надо. Вырываемся. Давай, давай, подходи, уйдем. Тихо. Вы в натуре ебанулись? Реально. Да быть такого не может. Дождались, наконец. Так, мальчики. Давайте-ка по одному. Жирный, блин. Да ты меня не видишь, мразь. А чё? Что? Стенди. Да. Реально. Прям туда веду. Если я хочу вот туда пройти. Может быть что-то интересное, наверное. Я ничего не понял. Всем сотрудникам, получившим повестки, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельством при рассмотрении вашего дела. Тебя мог по стелсу пройти. Какой бред.
Опа. Ладно, пойду. Изейшее. Ты слышал то же, что и я? Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги. Чё, блядь? Ты охуел, друг? Это шутки такие, что ли? Тихо. Ты можешь разбудить его в любую минуту. Через 2 часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Ничего не получится, мне кажется. Хорошо, будь по-твоему. А колба уцелеет? Блять, насос. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. По 400 скоро закончится. Это мега мразь. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее. Где? Так, ладно, контейнер. Как он выглядит-то хотя бы? Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. Желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный контейнер, майор. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Запись первая, 16 апреля. Итак, мутации... Фу, мешаешь. Вызванные полимером продолжаются. Через месяц наблюдения за объектом ЦП-388 «Борщевик» было обнаружено необычное поведение. Растение может питаться путем эндоцитоза и выработало способ отслеживать, с какой стороны ему подается пища. Ну, в нашем случае питательная смесь. Чтобы вытягивать свои побеги в соответствующую сторону. Вань, а у нас есть чего на ужин? Здорово. Вы должны мне помочь. Вы должны посадить в меня семена. Да я, к сожалению... Чего? Я знаю, что умерла. Я не хочу быть бесполезным трупом. Мое тело может стать почвой для растений. Я стану памятью моих коллег. Мы работали на благо Совета. Скорее всего, вас кремируют. Кремируют? Я вам точно помочь не смогу. Извините, но мне нужно идти. Охренеть, здоровенная тварь. На кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Экспериментаторы, блядь. Что за кнопки? Запись вторая, 19 апреля. Наблюдение под микроскопом частицы борщевика. Пестицидов пониже 10%. Храс, это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, блядь. Подсказала, что в растении стали преобладать посторонние гены слизевика. Эндоцитоз. Да ёпт! Сбился. Это объясняет способ питания растения. Например, использование стеблей для захвата пищи. Так, сейчас, секунду.
Жужа, что ты там жрешь опять? Да брось, говорю! Фу! Так. Это просто где вещь, которую мне нужно доставить. Так, пока вроде неплохо. Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну вести. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Какую? Что мы везем, блядь? Всем сотрудникам, получившим повестки с кодом 22 надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Так, двигать платформу. И чё? Что надо сделать? Объяснить. Что за звуки? Не надо меня угрожать. Уровень пестицидов понижен до 8%. Твою мать. Реально на время все. Здорово. Еще один бедолага. Неудачно спрятался. Реально. Рядом мутант. Это надежное место. Да никого нет, реально. Это тебя, да. Все-таки я умный. Ну так ты не ошиб. Раз, если меня убьют, я тоже стану говорящим трупом? Буду валяться где-нибудь в углу и нести полуосмысленную чушь? Сложно сказать. С одной стороны, нейрополимерной памяти у вас нет. С другой, общая степень полимеризации вашего организма очень высока. Это означает да или нет? У нас нет подобного опыта. Есть только один способ выяснить это. Спасибо, я, пожалуй, воздержусь. Уровень пестицидов понижен до 6%. Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Подвесные электромагнитные платформы и кнопочные пульты, разбросанные по всему цеху. Офигенно удобная система управления. Что за дебил это придумал? В натуре. Поворачивай. Пусто. Ох уж эти головоломки.
Тварь все громче. Уровень пестицидов понижен до 4%. Ситуация критическая. Где этот мужик с насосом? Он там что, уволился? Уровень пестицидов понижен до 2%. Мы все умрем. Хорошая идея. Я тут уже подустал. Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Подавись своим пестицидом, уебище. Все, перекур. Ты нашел контейнер? У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Этот, да. Сдохни, тварь! Нормально. Сука, вот же живучий тварь. Он в ярости. Надо бежать, пока не... Держись! Да твою... Блять, сука! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги! Вставай быстрее! Нога застряла. Стреляй, не Ебать. Их болтай. слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блядь. Если доберутся до нас, там конец! Все лучше, чтобы не добрались. Они все ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь, я Легко пытаюсь. говорить. Ебать! Нет, нет, помогите! Сними его с меня! Мужик, держись, я иду. Твою мать! Колба, блядь. Хоть где-то повезло. Он мутировал. Да я догадался, блядь. Да ебучий ты! Да отъебись от меня! Хорош. Охренеть! Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Не ошибается ли что? Что это? Можешь сбрасывать навыки. Да-да-да. Что ничего не делает. Запись 4, 13 мая. Мы пересадили борщевик в дальнее крыло лаборатории. Растение стало просто огромным. Его лианы в поисках пищи вытягиваются в разные стороны. Лаборанты боятся к нему подходить. Что там? Что-нибудь новенькое имеется? Снежок. Короче, в целом нечего делать. Патронов может сделать. И уже были жертвы. Чтобы сдержать рост, мы будем постепенно увеличивать объем пестицида в питательной смеси. Чтобы больше никто не пострадал. Да, Барсик? Да, мой сладенький. Да, блин. Красиво. Теперь повсюду эти мрази.
Плохо, плохо. Ладно, погнали. Интересно. Что-то очень много. Что здесь? Игрушка. Так тратить тоже безрассудно не стоит. Понял. Крашнуло. Ладно, я думаю, на самом деле можно закончить на этом. Было весело, прикольно. Мне вообще понравилась игра. Не знаю, как вам. По-моему, клевая. Так, что там у нас? Но 2 раза крашнулась, как минимум. Клевая. Какие пироги. Чё, ребятки, не забывайте подписываться, ставить лайкосики, потом комментарии писать. Продолжим обязательно Геродес. Я думаю, попозже. Не сегодня, на следующей неделе обязательно запущу. Вы везде подписывайтесь. Подписывайтесь. Не забудьте про Twitch. Обязательно. Там аккумулирую всю аудиторию. Ну, YouTube, если не лень подписаться, подпишитесь. А так, всем спасибо, ребятки. Увидимся. Всем пока.